Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о ягуарунди. Нет, не ягуар, а именно ягуарунди. И это не невеста ягуара. И вообще кошка ли это? И почему такая специфическая внешность? Тело длинное, голова маленькая, уши круглые, морда приплюснутая, короткие ноги и длиннющий хвост. Внешностью действительно яга не очень похожа на своих изысканных сородичей кошачьих. Но вот повадки, говорят, никуда не денешь. Да и здесь не все как у людей. Но я имею в виду кошек. Есть свои нюансы, да и ученых кошка не раз вводила в заблуждение. Так что как не обратить на такую интересную кошку внимание и не разобраться, что не так и как так? Поехали! Эти кошки живут на территории Южной и Центральной Америки. Конкретного предпочтения по месту проживания они не имеют. Прекрасно живут как во влажных лесах, так и в сухих лесах или горах. Единственное, что им необходимо, это густые заросли, в которых они могут устроить себе укрытие, и водоем недалеко от территории. Ягуарунди относят к роду пум. Всего насчитывается 8 подвидов ягуарунди, хотя долгое время их делили на два вида – рыжих эйра и пепельно-серых ягуарунди. Пока не обратили внимания, что в одном помете котята могут попадаться вполне себе разномастные. Тогда ученые решили не заморачиваться и оставили один вид. Ее называют еще мини-пумами. Нигде, кроме Южной Америки, эти вытянутые в длину кошки не водятся. Это весьма некрупные представители кошачьего семейства и в длину вырастают около 80 сантиметров. Высотой же они чуть больше 30, а масса тела едва доходит до 10 килограмм. Да, у нее удлиненное тело и достаточно маленькая, немного приплюснутая голова. Шерсть у этих животных довольно-таки густая и мягкая. Окрас у ягуарунди необычный, без примесей светлых оттенков. Они окрашены вполне себе равномерно. В принципе, это логично для существа, которое предпочитает охотиться в густой растительности. Но ягуарунди не была бы ягуарунди, если бы и тут не было что-то не так. Охотиться ночью? Нет уж днем. Все кошаки пусть охотятся ночью, а я днем. Стелиться по земле, сидя в засаде? Фигушки! Мы часами будем сидеть столбиком на хвосте. И не важно, что так сидят суслики. И это факт, что одной из интересных особенностей этого животного является способ поиска добычи. Они встают на задние лапы и долго высматривают будущую жертву. Да и не только в этом. Яги все равно не идут на поводу у большинства. Ягуарунди на охоту выходят не под покровом темноты, как положено кошачьим, а средь бела дня, благодаря чему избегает конкуренции за пищу с другими обитающими в этих краях представителями семейства, которые охотятся ночью. Не брезгует зверь и членистоногими. Ягуарунди опровергают многие законы кошачьих. Например, ее сложно застать на ветвях деревьев. Загнать туда зверя может только крайняя необходимость и любовь к фруктам. Ягуарунди достаточно часто объединяются с обезьянами и устраивают разбойные набеги на фермерские плантации бананов и других сладких фруктов. А когда обезьяны отсутствуют по уважительным причинам, можно и поплавать, и поохотиться на рыбу. Наша крыша хороша, едет шифером шурша. Отличается ягуарунди необычной внешности. Ее тело чересчур длинное для кошки, а лапы короткие. Но подобное строение позволяет зверю забираться в такие места, которые другие кошки стараются избегать. Ягуарунди отлично чувствует себя среди высокой травы в низине, около водоемов, и среди колючих зарослей на высоте до 3000 метров. Кстати, охотится ягуарунди на все, вот вообще. Но одно условие. Это все по весу не должно превышать примерно килограмм. Тяжелее им не утащить. А все, кто ниже этого порога, становится добычей не по росту агрессивных котиков. Они даже птиц свистом приманивают. Могут воспроизводить, так сказать, звуки леса. Не на уровне попугаев, конечно, но птицы вполне себе ведутся. В общем, с учетом того, что ягуарунди плавают прекрасно, и прыгают высоко, и фруктиками не брезгуют, и на фермы отлично забираются. Рацион у них разнообразный, обширный и питательный. С фермами, кстати, отдельная песня. Раньше этих представителей кошачьих приручали как домашних животных. Они становились довольно дружелюбными и привязанными к хозяевам. Вот только их дерзкий охотничий нрав привел к тому, что их содержание дома отказались. Ягуарунди крайне воинственно относились к чужакам, а любовь к охоте заставляла их нападать даже на тех домашних животных, которых они в теории должны были охранять. С одной стороны, считается, что благодаря таким универсальным охотничьим навыкам коты с телом такс были едва ли не первыми из всех прирученных домашних кошечек в истории. А с другой, в современных хозяйствах против ягуарунди развернута настоящая борьба. Вероятно, в южноамериканском фольклоре, по аналогии с нашими русскими сказками, доверчивых петушков и курочек утаскивала бы вместо лисицы именно ягуарунди. Труженики птицеводства, как вы понимаете, от этого не в восторге. Вот и гоняют наших анархисток как могут. Территория влияния ягуарунди
делят и держат строго, охраняя свои границы и оставляя на окрестных деревьях девиз «Враг не пройдет». Период размножения девиз этот, правда, меняется. Но за истинных спортсменок и просто красавиц у самцов бои идут не на жизнь, а на смерть. Могут они и избранницу слегка погрызть в порыве страсти. Куснуть за загривок вообще обычное дело. Котята ягуарунди готовятся к нелегкой жизни и борьбе с молоду. Уже к 3 месяцам они обучаются навыкам охоты, а следовать девизу размножения начинают после 2,5 лет. Природных врагов у ягуарунди немного, в основном более крупные хищники, от которых умная сарделька предпочитает удирать, нежели связываться. Да и вообще вымирание им не грозит, и даже особая охрана не требуется. Ягуарунди – процветающий вид, существующий в гармонии с природой и самим собой, что доказывает, что для обладания вышесказанным не обязательно обладать выдающимися внешними данными. Главное – это волевой характер. Спасибо, что посмотрели этот ролик, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.